Всем привет, дорогие друзья! И сегодня этим жарким летним днем мы оказались на буткемпе Энтропик, чтобы поговорить с прекрасным капитаном данного CSGO состава Никельбек, он же Леха, он же Леша. Лех, привет! Бам! Как дела вообще, как настроение в данную минуту, в данную секунду? Отлично, погода отличная, результаты не очень, но в целом нормально. До этого дойдем. О тебе достаточно мало информации в медиапространстве. Давай немножко познакомимся и узнаем, как ты жил, как ты рос, где ты родился, что ты заканчивал, какие были твои увлечения в детстве до игр. Родился в городе Балашиха. Мне 24 года, учился в школе, занимался в детстве футболом лет 5. Потом начал прогуливать футбол из-за КС, скорее всего. 1.6 уже. Да, играл в 1.6, ну, там завели в клуб, как обычно все. Играл, очень нравилось, но не понимал о том, что буду киберспортсменом или что-то такое. Такого не было. То есть просто играл, ездил на ланы и так далее. Ну, то есть это уже в школе? Ты уже имел какой-то микс? Ну да, ну лет там 4... То есть я играл вообще года лет с 8, наверное. Просто в КС первый раз зашел. Ты говоришь, ездил на ланы в составе да, микса или в соло? Да, миксал. Там в 11 году, когда уже КС 1.6 умирал, ближе к этому, то есть там были там пару команд тоже, там некоторые вообще уже играли, ну, уже CSGO выходило там в 11 году или в 12. Ты закончил 9 классов или 11? 11. 11. Ты... Пошел в универ, отучился год. На кого, если не секрет? Ну, университет геодезии и картографии, но спецуха была информационная система технологии. Ну, то есть ты искал себя в IT? Ну, якобы да. Но это единственное, что там близко с компьютером, хотя я особо не разбираюсь, но это единственное, что по душе было. Но я понимал, что буду уже играть. Это уже, ну, сколько мне было? 17 лет, получается. Я уже играл в CSGO, уже там ездил на ланы какие-то более-менее там нормальные, на ВС, Киев и так далее. Ну, то есть ты, в принципе, даже с самого школьного этапа уже познакомился с CSGO. Как это было твой первый раз, твой первый компьютерный клуб, ты помнишь? Да, приехал, я вот такие... В Балашихе? Да, ну с друзьями просто играл, мне как-то вот, никогда там, ну, половина людей играли в Warcraft, половина в CS. Я вообще вот это все, что Warcraft, я не понимал. Потом я как-то там полюбил Dota играть тоже, но в основном всегда рубились в CS, я всегда играл лучше всех, как будто. Лучше взрослых, не знаю, как давалось это, что ли. Были ли препятствия твоей игре, твоему увлечению? Может, родители, непонимание друзей, сверстников? Что-то вообще мешало тебе? Или ты вот как пошел в клубы, так и начал кататься по ланам? Ну, в 1.6 такое было, потому что я учился в школе, то есть я играл допоздна, всегда какие-то миксы и так далее. А я жил всегда в однокомнатной квартире раньше. И, то есть, ну, мама спала, грубо говоря, там, в 3 метрах от компьютера. Я, то есть, постоянно мешал ей спать, она вырубала комп кнопкой и так далее. Но потом уже, когда началась CSGO, когда она увидела, что это все серьезно, когда у меня появилась первая команда, первая зарплата, то уже такого не было, начала меня очень поддерживать. Если не секрет, это о каких цифрах идет речь? Первая зарплата, сколько я помню, была в Spirit Академии, это было $600 примерно. $600 по 2017 годам, верно? Где-то так. По неплохому еще и курсу. То есть, как только пришли первые серьезные намерения в виде коллектива, который тебя окружает, родители все поняли? Да, но мама даже раньше. Я в 16 году на лан поехал на ВС, где там уже были комментаторы, там студия. Мама как-то увидела, поняла, что это не просто так, и начала очень сильно поддерживать. Сейчас все матчи смотрят и так далее. Типа самый большой фанат. Смотрел ли ты уже в тот момент чьи-то демки, возможно, кого-то равнялся? Кто был твоим идейным вдохновителем, если можно так выразиться, на ранней стадии? Да, демки смотрел всю жизнь. В 1.6, наверное, какие-то Forest Get Right, Neo, такие игроки. То есть старая школа? Да. А в CSGO уже там все подряд. Ну, сейчас там мне нравится какой-нибудь электроник условно играет. А раньше там в 2014 году там Шокс какой-нибудь. Ну, все, кто был в топе, они всегда как-то хорошо играли, чувствовали мету и так далее. В твоей жизни было 9 плюс команд по версии HLTV, а возможно даже и больше, если считать различные стаки, турниры и прочее. И однажды
очень памятное событие у тебя началось. Это rush.stream.me. Постоянные капы и постоянно вы их лутали. Как так выходило? Мотивация, тренировки, удача. Можно ли это назвать идеальным стартом? Это вообще мой любимый турнир. Я больше всех его выиграл, по-моему, всех. Раз 5 примерно. Да просто там инвайте 4 команды, то есть они особо сильные, и мы как-то всегда выигрывали. Я помню, ни разу не проиграл его. Потом они закрылись. Помнишь ли ты свой первый уже серьезный коллектив? Вот ты ранее упомянул про Spirit Academy, но это было чуть-чуть позже. Там же у вас было еще несколько... Да, у нас были Rush 3D, но мы так собирались, что-то распадались, то есть надолго как-то не выходило. То есть в Rush 3D поиграл там с Литлом. Потом в Tornado Rocks меня взяли, там Хуч как раз, вот первый раз вот я играл с друзьями, всегда. То есть вот я в начале своей карьеры всегда играл с друзьями. А потом я первый раз Хуч позвал, хотя я думаю, ничего себе. Потом вообще какой-то фейк в ВК написал. А вот он после лана в Киеве позвал меня, я согласился, но там мы что-то провалили минор. А потом вот меня позвали в Spirit Academy, там, наверное, уже, там был буткемп, все так серьезно первый раз. Почувствовал, что такое организация и так далее. Но все-таки официально у тебя 9 плюс команд. А какой из коллективов наиболее сильное на тебя произвел все-таки впечатление, серьезность? Вот кто внушил в тебя идею, что нужно продолжать дальше развиваться? Entropik в счет или не в счет? Это уже про будущее, а мы немножко копаемся в прошлом с тобой. Да, наверное, просто. А ЕПГ? Период твоей карьеры? ЕПГ тоже, но просто мы разошлись не очень. А так в целом мы играли неплохо даже довольно-таки. Но потом как-то мы с Хучом ругались постоянно, и он меня кикнул. На какой почве? На разные, там дисциплина у меня хромала и так далее. И еще что-то, игровые моменты. Он, такой импульсивный человек, и ему тяжело было со всем этим мириться, и он пока Леха. Почему именно Никель стал капитаном в данном составе? Изначально его брали на позицию капитана после того, как ушел Хоббит из команды Винстрайк. Мы выбирали, кого можно будет позвать. Леха на тот момент играл в Просто, который разваливался, и это была единственная кандидатура, по сути, своей. И был такой разговор, что, возможно, я должен был вернуться на позицию игрока. Но я сказал, что если мы договоримся с Никелем, то он будет капитаном, а я останусь на позиции тренера. Так получилось. После той истории, когда вы играли вместе и так вышло, что ты его сбрил, твое отношение менялось со временем к нему? Или это был тоже мимолетный случай? У меня не было никогда какой-то злости, обиды. Мы всегда с ним нормально общались. И я понимаю, что ему, конечно, было обидно, что я убрал его из команды. Тогда у нас была хорошая команда, но у меня не было другого выбора, потому что произошли некоторые вещи, которые просто я не мог уже дальше терпеть. Конечно же, спустя время я понимаю, что у нас был очень хороший состав, и, наверное, мне нужно было быть терпимее и спокойнее, но мы люди, мы ошибаемся, поэтому у нас не было никаких-то там плохих отношений после этого, и мы всегда нормально общались, после этого мы позвали в команду, и вот он капитан нашей команды уже 2 года. У тебя также был очень интересный один коллектив, Монолит. Вы очень долго вместе играли, реально очень долго, достигали своих вершин. В какой-то момент немножко не перешагнули свой плато, уткнулись в ступор и распались. Почему так произошло? Да, вот Монолит играли мы одним составом, там меня позвали как раз после кик из ЕПГ. Вроде бы играли достаточно неплохо одно время, потом даже взяли Эллина и Малика вместо 2 игроков. Но потом что-то у нас не шло, и меня позвали в Простое, выкупили Просто. И вот мы очень-очень плавно перетекли к этапу Просто. Каково тебе было находиться в легендарной организации? Как ты уже сказал ранее, она произвела на тебя, наверное, самое сильное впечатление. Каково это было? Что было в твоей голове на тот момент? У меня не было такого, что что-то там легендарная организация. То есть, да, мы общались там с Даней Девсом и так далее, он нам помогал всячески. Просто там как будто был наиболее сильный состав из моих команд. То есть я играл с опытными игроками. Там и с Екиндером играл, там Вейлендер, World Edit. Хорошо разбирались в игре, но было приятно. Мы все ланы выиграли, на которых были. То есть мы поехали там в Индию, на DreamHack, еще куда-то там в Боснию, и все выиграли. А в интернете у нас немного не срослось. Там Екиндера выкупили. Стало сложно. Следующий этап твоей жизни после Просто, не менее значимый, не менее весомый. Как так вышло, что ты попадаешь в Винстрайк? Мы в Просто, получается, ушел Екиндер. Вейлендером, по-моему, уже все, он там как-то мало играл.
И у нас мы не смогли состав. Даня Зевс хотел собрать состав, но мы просто не могли. Не было игроков вообще на рынке. То есть и мне написали из Винстрайк. И все, там шли переговоры долго-долго, но в итоге вот меня выкупили вместо Хоббита. И я оказался в Винстрайк. Первые эмоции? Я был очень рад, потому что могло так казаться, что я сидел бы без команды. Потому что в CSGO вот нормальная практика, что если кого-то кикают и так далее, то часто очень есть человек на контракте, его не могут выкупить или еще что-то. Ты можешь без команды полгода, год сидеть. Ну, я очень рад был. Я хотел попасть в Винстрайк. То есть я там играл уже с Эллином, ну, Хуч уже в роли тренера был. И с Эллином я до этого играл. То есть в ЕПГ еще. Мне нравилось. Вот как раз-таки насчет тренерства Хуча. И он же тебя кикал. Как было после этого всего вам общаться? Каково было под ее руководством начинать играть? Как ты себя пересилил? Может, вообще уже никаких обид не было на самом деле? Да там Хуч уже на самом деле, там, мы уже с ним всегда хорошо общались даже после этого. Там он, грубо говоря, ну, признал свою ошибку, что это было неправильно. Я там признал свои ошибки. И, ну, Хуч очень вырос очень сильно как тренер. То есть, когда он был игроком, он был очень импульсивный. Всегда был, ну, такой эмоциональный человек, всегда был там, иногда мошнил, еще что-то. То есть, а в тренере вот как-то он убрал все это, ну, пофиксил какие-то свои косяки. И, то есть, ну, вообще отличный мужик. Видела, кстати, видео очень такое древнее, где они с Хамой в одной команде на лане. Да, это классика вообще. У меня не было никогда какой-то злости, обиды, мы всегда с ним нормально общались. И я понимаю, что ему, конечно, было обидно, что я убрал его из команды. Тогда у нас была хорошая команда, но у меня не было другого выбора, потому что произошли некоторые вещи, которые просто я не мог уже дальше терпеть. Конечно же, спустя время я понимаю, что у нас был очень хороший состав, и, наверное, мне нужно было быть терпимее и спокойнее, но мы люди, мы ошибаемся, поэтому у нас не было никаких-то там плохих отношений после этого, и мы всегда нормально общались, после этого мы позвали в команду, и вот он капитан нашей команды уже 2 года. Винстрайк. Что пошло не так? Почему завершилось ваше плавание? Думаю, тоже очень интересная тема. Почему вы не остались в организации? Что случилось? Ну, там сначала было все нормально, когда я пришел, то есть потом просто были какие-то задолженности, то есть зарплату могли не платить и так далее. Ну, кормили завтраками, в общем. Как сказал Эллен, мог купить один из домов. Да. Пацаны, всем привет. Я теперь тоже тут. Ну и сразу сходу, чтобы Лехе понравилось, кружочек с конфликтом. Оцените, какой бы дом мы могли бы себе купить, если бы одна охуенная, я бы даже сказал, космическая организация вернула бы нам бабки. Кормили завтраками, и потом мы поняли, что уже ничего не изменится. То есть там уже и руководство менялось, еще что-то. Мы поняли, что ничего не изменится, уже надо что-то делать. Посидели уже, вот все, разорвали контракты, грубо говоря, потому что они не выполнялись. И начали искать организацию. А вам призовые выплатили или речь только о зарплатах? Выплатили, но не все. Но они были призовые. Еще раз. Призовые какие-то были? Нет, призовые выплачивали, там речь больше про зарплату. Итак, про Винстрайк мы поговорили. Наступает не менее значимое событие, как я уже люблю сказать, Энтропик. Как вы туда попали? Вы долго играли под тегом X-Винстрайк. Кто вел переговоры? Как так вышло, что вы попали фуллстаком? Первые эмоции, впечатления, как вообще происходила вся вот эта вот операция? Ну, мы долго искали. На самом деле там было смешно, что мы уже подписали с одной аргой. Уже прям подписали контракты. И они такие: ну, нам не нужен КСГО состав. И надо 100% стикеров мажора. Что-то такое слышал, нет? Нет, это были такие чуваки, которые так говорили, но вот с одной организацией мы уже все прям подписали полностью. И они такие: ну, сори, чуваки, нас интересует Дота, и все. Хотя они сами нас зафорсили, что мы из Винстрайка ушли. Европа? Нет, СНГ. СНГ. Да, вот. Потом, в общем, мы искали организацию. Предложений было, на самом деле, нормальных не так много. Обычно, кому мы сами писали, им было неинтересно, а мы смотрели в основном, кто нам пишет, и вот попали в Энтропик, мы так обсудили все. В
пришли к каким-то условиям, в общем, и так и получилось. Все, в принципе, нам нравится. Ваш первый буткемп в Чехии. Как вы туда добирались? Как быстро он организовался? Ну, добрались легко, там у них офис свой, в общем, как... Там просто была отдельные комнаты, там энтропик и так далее, ну, полный этаж, грубо говоря. Добрались легко, но мы там не полный составом были, мы были без лаки там, потому что ему нужно было в Казахстане делать визу. И мы там были впятером, в принципе, понравилось. В общем, заехали изначально в энтропик, вы очень классно. Потом у вас на носу гремел мажор, вы начинаете с 2-0, обыгрываете гамбит, все, казалось бы, идет очень классно, а потом 3 луза в ряд. И, соответственно, на этом история с мажором заканчивается. Что пошло не так? Ты как игрок, который прошел через Просто, ЕПГ, Монолит, Rush 3D, каково оказаться на мажоре? Вот прежде всего, самые первые твои мысли, как человек из однокомнатной квартиры, который мешал спать и играл, ты оказался на мажоре, ты мейджор-плеер. Каково это? Ну, на самом деле, какого-то давления я вообще не чувствовал. То есть я понимал, что все зависит, типа, на тренировках хотя. То есть мы на тренировках выкладывались, нам нечего было бояться, и, в игре ты понимаешь, что хуже не будет, просто сделай там, что ты умеешь, и все, ничего не придумывай. Мы как-то начали играть, вот первую стадию довольно-таки легко прошли, обыграли героек 2-1 там в финальной игре. Потом начались сам мажор уже, не квалификация. Мы обыграли, да, Liquid, потом попали на Гамбит, также 2 раза Vertigo сыграли, удивили Гамбит, выиграли. Потом начались Best of 3, мы сыграли с G2 первую игру. Ну, там карту неправильно пикнули, как мне кажется. Ошибка была, DS2 пикать против них. Там нас Ника убил. Это вы уже понимали в тот день или по истечению времени? Ну, нам нужно было верить. Мы решили их удивить, якобы Дастом, потому что мы выиграли DS2 Астралис легко. Но на самом деле тогда был метод, что поменяли DS2, и никто не умел за теров играть практически. Там так получалось, что кто за КТ начинает, тот выигрывает. И мы, в общем, пикнули DS2, проиграли. Их пик Мираж мы с 14-13 проиграли тоже, там бараж какой-то глупый. Потом с Фури играли, проиграли свой пик, без шанса вообще. Тоже что-то там, не выполняли геймплан, не пошла игра. Потом на их пике мы знали, как они играют. Выиграли. И третья карта мы дали 1-4, 1-3, тоже очень глупые. Ну и все, финальная игра, знали, что играем с Vitality. Пикнули Мираж, проиграли опять как G2 14-10 за КТ. Тоже очень глупое поражение. Потом на Оверпассе вроде убили их легко. И на третьей карте DS2 нас за его просто закопался. Ну, то есть было такое какое-то опустошение. Вроде как ты понимаешь, что это, хороший результат для первого раза. Но в то же время тебе нужно было просто выиграть 2 карты, и ты там на сцене играешь при фанатах, у тебя там стикер личный и все такое. Если назад можно было бы вернуться, чудесным образом, что бы ты отменил? Да ничего бы не отменял. Возможно, если бы я туда назад пришел, сейчас бы и не был, где сейчас я есть, и я бы ничего не менял. Это надо было пройти, и то место, которое вы заняли, оно заслуженное, ты считаешь? Да, 100%. Что произошло на мейджоре? На мейджоре изначально мы перед мейджором, мы дрались вообще чудом, перед мейджором мы очень плохо выступали, в онлайне мы проиграли пару отборочных, вообще там не самым сильным командам, но мы поговорили. На мейджоре как-то все пошло, и заканчивается первый день уже стадии легенд, у нас 2-0, мы понимаем то, что нам нужно выиграть одну игру из 3. В какой-то степени, наверное, это немножко нас не то что расслабило, как-то на подсознании нужно было отдать, наверное, все силы, весь фокус, хотя мы и так старались и работали в матче с G2. Там, на самом деле, мы проиграли первую сторону, первую игру мы вели 14-13 и отдали пару глупых раундов на плохой закупке. И второй карте был DS2. Наверное, мы ошиблись с пиком. Все-таки стоило пикать Vertigo против них. Но сейчас легко рассуждать. И никто не знает, как бы сложилась бы игра, если мы эту карту пикнули. Мы проиграли им 2-0, по-моему. Потом была Фурия. Опять-таки же первая карта проиграна. В камбэк на второй карте. Решающая карта, серия ошибок важнейших. Там раунды отданы в большинстве. Проигрыш. Последний матч, я понимаю, что уже у нас день сурка, надо что-то сказать, как-то поддержать ребят, потому что все понимают то, что вроде бы вот один шаг до плей-оффа, а уже 2 матча проиграны, и мы понимаем, что перед нас серьезный соперник.
Вето проходит, мы получаем карты, в которых мы очень сильно уверены. Они пикают оверпас еще. Но на Мираже опять-таки же мы ведем. Опять отданные раунды в большинстве. Проигрыш нашего пика, выигрыш пика соперников. Но на Дасте просто случился фактор Зайву. И как-то мы, наверное, уже как будто сил не было, честно. Поэтому, можно, конечно, все списать на отсутствие опыта. Там, да? То есть, мне кажется, много факторов сыграло. Очень обидно, конечно, что мы сразу не попали в легенды, не попали на сцену. Это было очень важно для команды, но в любом случае я сказал ребятам, что мы должны продолжить работать, и это поражение, оно обидное. Тут особо не нужно быть экспертом, чтобы это подметить. Вот. Конечно, мы расстроились, но в любом случае это было хорошее выступление. Сразу же после мейджора последовали также обидный фанспарк. Обожглись немножечко об Гамбит. Затем последовал V4 Future. Также чуть-чуть не повезло в финале, опять-таки, Гамбит. Были сделаны какие-то после этого уроки? Поняли, разобрали, что пошло не так? Или снова, возможно, те же причины, что на мейджоре? Как мне кажется, V4, опять-таки, же был хорошим турниром. Мы в финале полетели 2-0, сыграли в итоге 3-2. И, опять-таки, последняя карта, опять даст, опять не хватило сил. Но это никого не волнует. Абсолютно заслуженная и честная победа команды Гамбит. А дальше, мне кажется, и со стороны команды, со стороны меня, может быть, неправильно была проведена работа и оценка вообще того, кем мы являемся и кем мы можем быть. Мне кажется, налицо было такой момент, то, что нам показалось, что мы уже чего-то достигли, и уже все будет получаться. На секундочку, вы были топ-9 в рейтинге HLTV 7 недель. Да, но это, опять-таки же, это рейтинг ЛТВ, он не всегда является реальным показателем сил, потому что ты можешь просто выступить на одном крупном турнире хорошо, фавориты сыграют плохо, и ты будешь долго держаться в топе. Плюс еще нужно не забывать то, что некоторые команды находятся зачастую в топе, не в топе, а в рейтинге благодаря тому, что является партнерскими командами. Для меня это не показатель успеха. Наше 9 место. Я просто считаю то, что мы могли... Как-то не хватило осознания силы своей и мотивации какой-то. Мы подумали, что то есть, вот мы элита, грубо говоря. Да? Мы отнесли себя к высшему эшелону. Но для того, чтобы реально соответствовать этому, на тот момент, мне кажется, мы не делали того, что должны были. И результаты на турнирах показали это. Да? Потом была ESL Pro League, где мы неплохо выступили. Вот. Но провал на мажоре, как будто, мне кажется, был уже таким... Косящим немножко. Конечно, косящим, но это цикл какой-то завершился, который, как мне кажется, мог пройти совершенно по-другому. Если бы... это уже никого не волнует. Если бы... Да. После отгремевших мажоров, всевозможных финалов, нахождение на 9 строчке в HLTV более 7 недель, вы пребывали в топ-10, у вас были постоянные инвайты на все топовые турниры. В апреле у вас пошел некий спад. Связано ли это с ситуациями в мире, возможно, с последними выступлениями? Что пошло не так? Вы долго не могли нащупать свою эту игру и вернуться к тому, с чего, собственно, и начинали? Скорее всего, мы перегорели, да, мы очень много играли, очень интенсивно готовились к мажору. У нас какой-то пошел, всегда я чувствую, что у нас какой-то прогресс идет, там, иногда быстро, иногда какой-то минимальными шагами. Но здесь прям чувствуется, что мы как-то стоим на месте и ничего не получается. То есть не вышли на мажор, то есть это вообще для нас был крах, типа. И мы потом сидели, понимали, что нам что-то надо менять. То есть мы уже там и роли меняли, и какие-то позиции на картах, но особо ничего не помогало. И было принято решение... На бенч Лаки. Лаки твой очень близкий товарищ, друг. Кто принимал это решение? Ты тоже, скорее всего, выступал, голосовал за принятие данного решения. Было ли легко, было ли тяжело? Каково это? Почему так вообще получилось? И почему именно Лаки? Было нелегко, конечно. Это, можно сказать, коллективное решение. Все понимали, что это необходимость. То есть нам нужно что-то сделать, иначе там мы все падали как-то вниз, и нужно было что-то делать. Лаки неуверенно играл последние, наверное, пару месяцев, может, полгода. Ты не чувствовал свою игру. Не в своей тарелке как-то был зажат тоже.
И это как-то все вот в совокупности с поражениями такое решение приняли. И к вам приходит Мир. Если не секрет, долго ли вы его тестили? Сразу ли поняли, что он ваш? Почему именно Мир? Вообще не тестили. Это был, все знали, что он хорошо играет. Просто единственное было, какой он человек и так далее. Митя с ним общался. Я там с ним, никогда его не знал лично и так далее. И никто, в принципе, вот у нас Форестер только с ним знаком, потому что они с одного маленького города, там, с Нефтьюганска. Там особо даже вариантов не было. То есть был такой игрок свободен, у него закончился контракт со Spirit не так давно вроде бы. И, все понимали, что это очень сильный игрок, и надо его брать 100%. И роли подходили. На данную секунду вы сыгрываетесь, прошел Рубет. Обидный отлет с ESL. Это можно списать на то, что вы еще не сыгрались? Или продолжается все-таки эффект того спада? Не, нам нужно время 100%, потому что у нас поменялось много ролей. Там у меня, у Крада, у Игоря где-то Форестера. И надо, просто нам нужно время. С апреля пошла достаточно черная полоса, очень много поражений, обидных поражений. Недавний отгремевший Рубет, ESL тоже очень обидный. Но сейчас вы сделали замену Лаки и пришел Мир. Но при этом Лаки остается в организации, на бенче. Что последовало этому решению? Кто был изначально инициатором? И пошло ли это сейчас на буст? Я понимаю, что вы еще сыгрываетесь. По последним результатам особо нельзя судить. Совсем мало времени игроки провели вместе, мало праков, мало практики, соответственно. Пошло ли это на пользу с тренерской стороны? Как ты видишь взаимодействие с новым игроком? И почему все-таки Лаки на бенче, а не кто-то другой? Мне кажется, мы выступаем еще раньше, стали играть хуже, не в апреле. По-моему, еще там с марта, мне кажется. А если быть точно, наверное, с февраля. Почему так получилось с Вити? Команда стояла на месте, и мне пришлось принять решение. Выбрать одного из игроков на замену. Им оказался Витя. То есть в плане подхода к работе и к человеческим качествам нет никаких претензий. Просто мне кажется, что в данном коллективе, в данной команде Витя достиг максимума. И мне кажется, он сам это понимал и чувствовал это. И это очень сильно сказывалось на его игру в том числе. И я думаю, что у него есть все шансы для того, чтобы раскрыться с новой стороны. Может быть, он найдет себе подходящего тренера, который улучшит его игру. Я благодарен ему за проделанную работу и сколько мы работали вместе, общались. То есть у меня остались, в принципе, только позитивные воспоминания о нем. Но это большой киберспорт, и такое случается. То есть, если ты хочешь достигать успехов, нужно выискивать проблему. Действительно, я не могу сказать, еще раз говорю, главная мысль, чтобы меня правильно поняли, когда мы убрали Витю, и мы собрались еще до того, как мы взяли Колю, я сказал четкую фразу, что если кто-то думает, что вот сейчас мы убрали проблему нашу, и у нас все будет хорошо, то мы очень сильно заблуждаемся, потому что никто из нас не был идеальным, и по сути, заменив одного игрока, коллектив не может просто сходу начать играть лучше. И, как ты уже сказал, команда стала играть хуже, но если посмотреть, то есть все матчи — это не оправдание, это просто это факт. Они проиграны с минимальным счетом уже и до мажора, и после сейчас. Огромное количество игр проиграно, которых мы ведем, в которых владеем преимуществом, и налицо, что у нас определенные психологические проблемы, которые мы пытаемся решить. И несмотря на то, что мы не показывали пока тех результатов в официальных играх, у меня нет сомнений в том, что эта команда добьется успеха, у меня нет сомнений в том, что я работаю с настоящими профессионалами, которым не все равно на то, чем они занимаются, которые реально переживают и хотят выигрывать. И сейчас, после буткемпа, на котором вообще было просто огромное количество работы, несмотря на то, что мы проиграли и Рубет, опять-таки же и матч с бегами, в котором мы могли легко закрывать, и SoulG, не такой уверенный матч для нас, но опять-таки же упущенное преимущество на нашем пике, и матчи на челленджеры, то есть, конечно же, все это невозможно забыть, но фишка в том, что рано или поздно это чувство вернется, и результаты, которые мы показываем на тренировках,
И это не то, что там кто-то один круто отыгрывает, команда хорошо общается. Коля очень сильный игрок, который много хорошего принес в нашу команду. Он уже стал одним из лидеров коллектива, и я очень рад, что нам удалось подписать игрока такого уровня. И я могу сейчас опять-таки же рассказывать, да, оправдываться. Я просто скажу то, что мы работаем, просто подождите, и результаты придут. Ты как капитан часто ли берешь на себя вину, ответственность за поражение, за какие-то плохие действия, за колы? Или же наоборот, возможно, не винишь себя ни в чем? Как происходит у тебя ментальная вот эта связь и с капитанством? Ну, такое бывает, но у нас такая политика в команде, что как бы главный тренер, потом я, потом игроки. То есть, То есть сначала Хуч прогоняет это через себя? Чаще всего, да. Я тоже понимаю, что там где-то плохой кол дал, так вообще нельзя было. Поторопился, засуетился, бывают такие моменты. Сколько примерно нужно тебе времени, чтобы вот это пережить, разобрать, пересмотреть демку, понять, что ошибся? Ты практически сразу понимаешь, что то есть ты проиграл раунд, ты уже понимаешь, что так нельзя было делать. И просто из того, что какого-то поспешного решения, хотя там можно было время, можно было подумать, что сделать и так далее, это сразу практически. Ну, после игры, там, через несколько часов, когда все остыли, там, после поражения, допустим, разбор игры всегда идет, и ты уже смотришь там с тренером, что не так, что надо было делать, что не делали и так далее. Ну, то есть, как правило, от тренера зависит большая часть успеха. Хуч принимает какое-то действие именно по скриптам, или у вас исключительно индивидуалка иногда играет, или часто играет? Конечно, принимает. Ну, просто есть коллективы, которые определенно каждый раунд играют по скриптам, им нельзя отклониться влево, стрельнуть вправо, у кого-то в организации есть запрет на стрельбу по трупам. Есть ли что-то такое у вас в практике? Да нет, такого ничего прям особенного нету. То есть мы как-то вместе там, есть какие-то идеи, ну, какого раунда нам не хватает и так далее, или что нам не хватает на карте, мы сразу это понимаем, обсуждаем, и можем вместе к чему-то прийти, может Хуч, может я, кто угодно может. Какие сейчас планы, цели и твои ожидания на концовку этого года? Ну, сейчас у нас будет одного панквала, по-моему, на DreamHack, потом будет перерыв, нужно будет немного отдохнуть от игры, то есть как-то очень много играли в этом году. И потом готовиться к мажору, получается. Сейчас мы уже в рейтинге не такое хорошее место занимаем, особо на инвайты не стоит рассчитывать. Нужно будет просто играть все панквалы и готовиться к мажору. Что бы ты пожелал начинающим будущим игрокам? Поздно ли лезть в индустрию, не поздно? Как улучшить себя? Какой совет действительно применить начинающему игроку, который вот только заходит на фейс? И хочет, конечно же, в компетите. Здесь нет какой-то формулы секретной и так далее. Но я всегда просто много играл, и как-то я видел, что мой прогресс был быстрее, чем у других. То есть я играл всегда с друзьями, играл лучше них, играл с другими, играл лучше них. И как-то вот так вот. Ну, то есть вы должны понимать, получается у вас или нет. Объективно как-то смотреть на свою игру. Иногда, стоит никого не слушать, то, что там вам вся будет говорить, что вы там это вообще бред и так далее, компьютерные игры, все такое. Но просто идти к своей цели, если вы действительно этого хотите, я думаю, у вас все может получиться. Вам не сомневайтесь в себе, идите уверенно до конца. Спасибо большое, Лех. Спасибо Это тебе. был Nickelback, он же Леха, он же капитан Энтропик. До новых встреч. Всем пока.